Очень простое в исполнении панно в виде сердца не требует много времени для его создания. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. Чтобы сделать каркас, использую проволоку диаметром 2 мм. Ее легко согнуть, но при этом она держит форму. Сгибаю проволоку по форме сердца. Чтобы придать каркасу больше надежности, делаю и второй виток. Проволоку между собой соединяю скотчем. Размеры фигуры получились следующие. Высота 28 см, ширина 30 см, а длина контура половинки 47 см. Вот такой льняной шпагат толщиной 5 мм я покупала в обычном хозяйственном магазине. Этот шпагат обматываю вокруг каркаса, располагая витки в хаотичном порядке. Места соприкосновения шпагата с проволокой подклеиваю термоклеем. В итоге получилось вот такое основание. Этот декоративный наполнитель от торговой марки Blumentag мне нужно собрать в подобие толстой веревки. Я его просто растягиваю и обматываю обычной ниткой. Этот наполнитель сделан из древесной стружки, но только длинной и прямой. Получившуюся соломенную веревку приклеиваю к каркасу. Конец соломы я вытягиваю немного ниже каркаса, примерно на 10 сантиметров. За верхний край каркаса привязываю кусочек шпагата, который будет служить подвесом. И теперь основа готова для декорирования. Для этого буду использовать искусственные веточки и цветы. И все они будут мелкими, чтобы получить схожесть с веночком, сделанным из полевых цветов. Все элементы приклеиваю на термоклей. Сначала располагаю зелень. И обратите внимание, что направление всех веточек будут идти в одну сторону. То есть с правой стороны каркаса веточки смотрят вверх, а с левой стороны каркаса веточки смотрят вниз.
И дальше приклеиваю соцветия и цветочки. Старайтесь в таких многоэлементных флористических композициях использовать разные оттенки зеленого. Это как в природе. Например, та же трава, если присмотреться, не будет одного тона, а будут присутствовать оттенки светлее, темнее, и даже зеленый может переходить в другие цвета. С этими веточками я добавляю оттенок свежей зелени. А также свежести добавит и мелкие цветочки белого, молочного цвета, небольшим оттенком зеленого. Такое панно добавит в ваш дом весенних красок в праздничные дни Пасхи. И можно украсить и интерьер, и входную дверь дома. Всем желаю мира и спокойствия, как в душе, так и в окружающем. Буду рада вашим лайкам и комментариям. Они очень помогают развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание. И, как всегда, жду вас на своем канале.